Сегодня мы поговорим о назначении антигистаминных препаратов при простуде, перед прививкой и аллергии с комментариями врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать новым контентом. Ну, тогда начнем. Нужны ли антигистаминные при простуде, перед прививкой и помогут ли они неаллергикам? Регулярно я вижу, как антигистаминные таблетки рекомендуют иметь в аптечке на все случаи жизни и при ОРВИ, и на случай укуса насекомым или даже укуса змеей, и перед прививкой их надо пропить, и одновременно с антибиотиком для прикрытия. Одновременно с этим живет утверждение, что антигистаминные – это от аллергии, и если они помогли, значит точно была аллергия. Попробуем понять, справедливо ли это, а для этого разберемся в механизмах действия и поколениях препаратов. Если вы читали про крапивницу, то уже знаете, что гистамин есть у всех людей в норме. Мы обсуждали, что гистамин в тучных клетках хранится в готовом виде в специальных гранулах, но это не значит, что весь гистамин в организме происходит из тучных клеток. Как часто бывает, одно и то же вещество, если его просто создать, а гистамин просто используется для разных целей. Поэтому гистамин не только участвует в развитии крапивницы или аллергического ринита, но и является нейромедиатором, участвует в передаче определенных сигналов в нервной системе и регулятор выработки соляной кислоты и много что еще. Антигистаминные препараты правильнее называть блокаторами H1 рецепторов к гистамину, так как они воздействуют не на сам гистамин, а занимают его место на его рецепторе первого типа, как заглушка вместо ремня безопасности в автомобиле. Есть и H2-блокаторы. Это противоязвенные препараты типа ранитидина, они блокируют рецепторы к гистамину второго типа, находящиеся в желудке. Поскольку гистамин и рецепторы первого типа есть у всех людей, антигистаминные могут помогать как аллергикам, так и неаллергикам. Например, если вы планируете собирать грибы в лесу и знаете, что будут донимать комары, антигистаминные препараты, принятые заранее, могут сделать вас нечувствительными к укусам. При этом надо понимать, что для такой блокировки может потребоваться больше стандартной дозы препарата, и данное наблюдение не является руководством к действию. Спрей от комаров эффективнее и безопаснее в большинстве случаев. Теперь перейдем к поколениям антигистаминных. Здесь под антигистаминными будем понимать H1-блокаторы. Первое поколение – это препараты, которые способны проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывают действие на рецепторы не только в коже и слизистых, но и в головном мозге. При их разработке получились как классические антигистаминные препараты, которые применялись при крапивнице или аллергическом риноконъюнктивите. То есть их основной эффект направлен на рецепторы вне мозга, а эффекты на мозг – побочные, так и средства от укачивания и легкий транквилизатор. Классифицированы эти средства в разных группах, но механизм действия и строение схожи. Препараты второго поколения почти не проникают через отделяющий мозг от остального организма барьер, поэтому их побочные эффекты заметно менее выражены. В какой-то момент третьем поколения называли их активные метаболиты или действующие изомеры второго поколения. Например, препарат второго поколения лоротидин после прохождения через печень превращается в активный метаболит дизлоротидин, а в цитиризине примерно равное количество левоцитиризина и неактивного декстра. Право, цитиризина. То есть мы можем выпускать таблетку левоцитиризина с такой же активностью, но во вдвое меньшей дозе. На практике эти изменения практически не важны, и от выделения третьего поколения отказались, хотя производители периодически о нем вспоминают, пытаясь доказать, что их препарат самый лучший. Итак, мы разобрались, что антигистаминные препараты блокируют рецепторы гистамина первого типа, а поколения отличаются между собой степенью воздействия на нервную систему. Помогут ли антигистаминные при простуде?
Тучные клетки, выделяющие гистамин, участвуют в инфекционном воспалении, и действительно некоторое количество гистамина будет выделяться при простуде. Но процесс активации клеток при вирусной инфекции отличается от активации при аллергии или крапивнице, и спектр выделяемых тучными клетками активных веществ тоже будет отличаться. То есть при простуде гистамин не играет ведущей роли, если мы уберем только его эффекты, а остальные вещества продолжат действовать, то общая картина значимо не изменится. Хорошо, почему же тогда и врачи, и пациенты замечают, что препарат помогает? Есть несколько причин. Во-первых, большинство случаев острых вирусных заболеваний проходит само собой, хоть таблетками лечи, хоть малиновым вареньем, хоть просто валяйся в кровати с книжкой. Во-вторых, те самые пресловутые побочные эффекты на нервную систему. У первого поколения они сильнее и чаще, у второго слабее и реже, но в целом легкий противотревожный эффект, некоторая сонливость и мягкое снижение активности – это то, что воспринимается как положительные эффекты при простуде. Ребенок капризничал, не хотел укладываться и разносил квартиру, а теперь притих, в углу пирамидку собирает, а то и вовсе спит. В-третьих, да, некоторые симптомы вроде безудержного чихания, зуда в носу или обильных жидких выделений могут уменьшиться после приема антигистаминных. Правда, более быстрого эффекта можно добиться простым промыванием носа солевым раствором или однократным использованием спрея с сосудосуживающими в возрастной дозировке. Таким образом, применение антигистаминных при простуде очень ограничено. Я против того, чтобы выписывать многокомпонентные схемы лечения просто для того, чтобы люди были заняты, так как ни на скорость выздоровления, ни на вероятность осложнений это не влияет. Гипотетически можно представить семью, где все болеют разом, и родители просят как-то медикаментозно приглушить ребенка и дать взрослым спокойно отлежаться. В теории может быть неконтактный пациент с безудержным чиханием, который не дается закапать в нос, но тут я бы из таблеток предпочла НПВП. В общем, назначать всем подряд антигистаминные точно не требуется. Вопрос использования антигистаминных первого поколения в качестве снотворных и успокаивающих очень дискутабелен. Если это единственный повод к их назначению, то у нас, как минимум, нет такого показания в инструкции. Препараты первого поколения часто снижают свой эффект при регулярном применении, то есть не подходит большинству людей, если предполагается принимать их ежедневно перед сном. В качестве разового использования в острой ситуации они тоже не очень удачны, так как обычно препараты вызывают сонливость, но иногда, наоборот, возбуждение вплоть до психотических эпизодов. То есть в каких-то частных легких случаях их можно рассматривать, но, как правило, это ситуации, которые могут быть решены или не медикаментозно, или с использованием более подходящих препаратов. Что насчет профилактики с помощью антигистаминных реакций на вакцинацию или прием антибиотика? Для начала нет оснований начинать за 3 дня, так как антигистаминные быстро связываются с рецепторами и не действуют более суток, в том числе эффект от принятого за 3 дня препарата закончится за 2 дня до события. Так что, если требуется предотвратить какую-то аллергическую реакцию, то достаточно принять полную дозу препарата за пару часов до контакта с аллергеном. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!